Индия и Европейский Союз продолжают активное продвижение своей стратегической повестки, стремясь вывести двусторонние отношения на новый уровень. Основной акцент делается на торговле, безопасности, а также сотрудничестве в Индо-Тихоокеанском регионе, где обе стороны видят возможности для укрепления своих экономических и политических позиций. Одним из наиболее значимых проектов, отражающих новые тенденции взаимодействия, является международный транспортный коридор «Север-Юг», который соединяет Индию с Европой через Иран, Армению и Грузию. Этот маршрут способен существенно изменить логистические цепочки, обеспечив более быстрый и экономически выгодный доступ товаров на европейские и азиатские рынки, а также укрепить влияние стран Южного Кавказа и Ирана в глобальной экономике. Транспортный коридор «Север-Юг» рассматривается как многоуровневая инициатива, включающая не только физическую инфраструктуру, порты, железные дороги, шоссейные маршруты, но и институциональное взаимодействие стран, участвующих в проекте. Центральным элементом этого маршрута является иранский порт Чебахар, который обеспечивает Индии выход к Центральной Азии и Европе в обход Пакистана и Суэцкого канала. Для Индии Чебахар стал стратегическим активом, позволяющим доставлять гуманитарную помощь в Афганистан с 2012 года, а также открывать новые торговые пути для сотрудничества с Центральной Азией и странами Евразии. Порт соединяет Индию с рынками 5 центральноазиатских республик – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана – по кратчайшему маршруту, сокращая время транспортировки на 40% и стоимость перевозки на 30%. Армения, не имеющая выхода к морю, рассматривает участие в коридоре «Север-Юг» и сотрудничество с портом Чебахар как жизненно важное для своей экономической и геополитической интеграции. Страна видит в проекте возможность прямого доступа к международным рынкам, что особенно актуально в контексте необходимости диверсификации торговых путей и увеличения экспортного потенциала. Афганистан также стал одним из крупнейших бенефициаров проекта, благодаря чему Индия смогла обходить Пакистан при доставке гуманитарной помощи и стратегических грузов. Реализация инфраструктурных проектов, таких как шоссе Заранж-Деларом и железная дорога Чабахар-Захидан, несмотря на замедленные темпы из-за санкций США против Ирана, стала ключевым шагом для закрепления роли Индии в регионе. Политический фон реализации проекта крайне сложен. Санкционная политика США создает значительные риски для портовой и транспортной деятельности. Администрация Дональда Трампа, вернувшись к стратегии максимального давления на Иран, вновь распространила санкции на порт Чабахар, отменив ранее предоставленные освобождения. Это существенно усложняет для Индии ведение бизнеса через порт, учитывая, что Нью-Дели уже инвестировал около $120 миллионов в его развитие и предоставил Ирану кредитную линию на $250 миллионов. Несмотря на это, Индия демонстрирует решимость продолжать проект, рассматривая его как стратегический актив, обеспечивающий альтернативу китайско-пакистанскому порту Гвадар, который является частью китайско-пакистанского экономического коридора в рамках инициативы «Один пояс, один путь». В дополнение к экономическим и инфраструктурным аспектам, проект имеет стратегическое значение для Индии в сфере безопасности. Чабахар позволяет Индии укреплять позиции в Индо-Тихоокеанском регионе и оказывать влияние на геополитическую конфигурацию Южной и Центральной Азии. Порт также способствует укреплению связей с ЕС, предлагая альтернативный маршрут для товарооборота между Европой и Индией. В свою очередь, Европейский Союз видит в этом проекте возможность диверсификации торговых путей, снижения зависимости от традиционных морских маршрутов и расширения влияния в стратегически важном регионе. Особое значение имеет трехсторонний формат сотрудничества Иран, Индия, Армения. В Тегеране прошла серия встреч на уровне руководителей МИД, включая представителей Ирана, Индии и Армении. На этих переговорах обсуждались перспективы интеграции коридора «Север-Юг» с региональными инфраструктурными проектами, а также использование порта Чебахар, развитие транспортной и логистической инфраструктуры, инициативы в области экономического, культурного и межчеловеческого сотрудничества.
страны выразили удовлетворение прогрессом, достигнутым в ходе предыдущих встреч в Ереване и Нью-Дели, и наметили дальнейшие шаги, включая проведение очередной встречи в Армении. Проект «Север-Юг» имеет также тесную связь с региональной безопасностью и политическим урегулированием. Азербайджан, к примеру, требует от Армении пересмотра конституционных положений, которые Баку считает территориально проблемными. Представитель президента Азербайджана Эльчин Амирбеков отметил, что без этих шагов невозможно полноценное подписание и реализация мирного соглашения. Таким образом, развитие транспортных и экономических инициатив напрямую связано с обеспечением стабильности и безопасности в Южном Кавказе, а успех проекта требует согласованности политических действий всех вовлеченных сторон. Параллельно укрепляется военное и стратегическое сотрудничество в регионе. Азербайджан и Турция активно развивают партнерство в военной и военно-технической сферах, что отражает растущую взаимозависимость и стратегическую направленность отношений. Совместные инициативы включают обмен военным опытом, обучение, а также координацию в сфере оборонной промышленности, что в сочетании с экономическими и транспортными проектами формирует многослойную и комплексную структуру региональной политики. Реализация коридора Север-Юг несет потенциальные экономические и геополитические выгоды для всех участников. Для Индии это укрепление экономического влияния и расширение стратегической автономии в Южной и Центральной Азии. Для Армении – возможность интеграции в глобальные торговые маршруты и диверсификации экономики. Для Ирана – инструмент укрепления регионального влияния и частичной компенсации экономической изоляции, вызванной санкциями. Для ЕС – повышение надежности логистических цепочек и снижение зависимости от традиционных маршрутов через Суэцкий канал и северные порты. В то же время проект сопряжен с рисками. Усиление санкционного давления США может замедлить развитие Чабахара. Политические трения в Южном Кавказе способны повлиять на стабильность маршрута, а конкуренция с китайскими инициативами создает дополнительные геоэкономические вызовы. Таким образом, складывается многослойная картина, в которой экономические, инфраструктурные и стратегические проекты тесно переплетаются с политическими и военными процессами. Индия и ЕС видят в коридоре Север-Юг и развитии порта Чабахар инструмент укрепления стратегической автономии, диверсификации маршрутов и повышения региональной значимости. Армения получает возможность интеграции в глобальные транспортные потоки, Иран – стратегический канал для повышения влияния, а Центральная Азия – более быстрый и безопасный доступ к международным рынкам. Успешная реализация инициатив во многом будет зависеть от способности стран региона координировать экономическую, политическую и дипломатическую политику, а также учитывать влияние глобальных игроков и внешнеэкономических ограничений. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на RegNews, чтобы быть в курсе самых важных событий мира и Южного Кавказа, а также получать инсайдерскую информацию из первых рук.